我的身体好难受啊啊！小魔。 Духовные кольца – символ силы для любого мастера. Чем больше возраст кольца, тем более могущественный навык получит владелец. В целом, кольца – это часть духовной энергии зверя, которая появляется после его смерти, принесения в жертву или заключения соглашения с людьми. Только тот, кто наносит решающий смертельный удар, может поглотить духовное кольцо и должен иметь необходимый уровень, например, 10, 20, 30 и так далее. Не получив кольцо, духовный мастер просто не может культивировать дальше. Кольцо – это особое энергетическое тело, представляющее собой культивацию духов зверей. Почти во всех случаях оно не отражает их фактический возраст, а показывает их уровень культивации. Например, зверь возрастом 100 тысяч лет на самом деле не жил на Земле это количество времени, но его уровень культивации соответствует зверям такого возраста. Возможно, он поглощал духовную силу других зверей или развивался быстрее. Духовные кольца обычно делятся на категории в зависимости от их возраста и отличаются по цветам. Общепринятыми считаются 5 уровней: белые десятилетние кольца, желтые столетние кольца, фиолетовые тысячелетние кольца, черные 10-тысячелетние кольца и красные 100-тысячелетние духовные кольца. Также существуют кольца божественного уровня. Это кольца, предназначенные исключительно для богов или духовных мастеров божественного ранга. Также имеют название кольцо бога или божественное кольцо. Чаще всего ярко-золотого цвета, но может быть и другим. Красные 100-тысячелетние кольца – это мечта любого титулованного на континенте. Иметь хотя бы одно такое кольцо – это большая удача. Но что, если зверь будет иметь возраст 200 тысяч лет? Кольца возрастом 200 тысяч лет оранжевые, а возрастом 1 миллион лет золотые. Однако в случае колец, которые миллион лет, они могут быть разных цветов, в зависимости от атрибута. Например, божественное кольцо Тансана на сине-серебряном императоре будет сине-золотым. Довольно редкое кольцо на боевом континенте – темно-красное с золотом. Это 9-е кольцо Тансана на молоте чистого неба, полученное от короля китов. Это кольцо действительно было продвинуто до божественного уровня после завершения испытаний морского бога. Кольцо свирепого или великого зверя, оранжевое, преобразованное из любого духовного зверя, культивируемого более 200 тысяч лет. Подобный цвет кольца может быть получен от обычных духовных зверей, которым было не менее 200 тысяч лет, или с базой культивирования не менее 200 тысяч лет до слияния с духовным хозяином. Они крайне полезны в развитии духовного мастера в целом и могут принести невероятно большую пользу их делам. Хо Юхао, зять Тансана и главный герой боевого континента 2, получит кольцо оранжевого цвета. Также существуют особые кольца духов, самые необычные и редкие. Они могут иметь уникальный или узкоспециализированный цвет в зависимости от его ассоциации. Это может проявляться как смесь двух цветов, небольшой оттенок на краях или нимб на ранее существовавшем духовном кольце, или как их комбинация. Сюда относится кольцо золотое с красным. Это кольцо из крови короля дракона, единственное в мире кольцо духа и крови. Светло-золотое принадлежит жене Танвулиня. У нее было целых 11 колец, и все были бледно-золотые. Кроваво-красное кольцо принадлежит Хо Юхао. Оно было от ледяного императора Скорпионов. Темно-серое духовное кольцо – смерть. Зелено-золотое кольцо – владелец Танвулинь. Его еще называют сыном природы. Кольца духа божественного уровня также различаются в зависимости от атрибутов бога. Вот некоторые примеры. Сине-золотой – атрибут вода, владелец морской бог. Темно-фиолетовый – атрибут резни, бог Ракшаса. Темно-красный – атрибут убийственного намерения, бог Асура. Золото – атрибут света, бог Ангел. Очень интересное кольцо 9 цветов принадлежало маленькому богу-дракону. Оно сочетает в себе силу крови золотых, серебряных драконьих королей с запахом 9 элементов. Единственное в своем роде духовное кольцо. Во вселенной боевого континента такое огромное разнообразие духовных колец. О многих из них ранее я ничего не знал. Было ли вам интересно узнать больше информации о кольцах, в том числе таких необычных? Какое вам понравилось особенно? Напишите в комментариях. Спасибо большое за просмотр и всем пока.